Вы когда-нибудь были недовольны своим телом? Если ваш ответ «да», то посмотрите на этих людей. Как вы думаете, что их объединяет? Нет, не диета. Они все умерли. На протяжении тысяч лет нам вновь и вновь продают идею о том, что стыдно быть собой. Эпидемия, про которую никто не говорит прямо у вас под носом. Да, только вот стандарты тела меняются как перчатки, а платим мы всегда почему-то страданиями. Я тут маленько выпала из жизни. Обязательно досматривай этот ролик до конца, чтобы понять, как нас заставили стыдиться собственного тела и кому это выгодно. Меня зовут Сергей Пощанин, и на этом канале мы разбираем тренды и социальные явления. Подпишитесь, если тоже устали от навязчивых идеалов. Пусть наш сегодняшний разговор будет без штампов. Мы живем в эпоху, когда собственное тело стало нашим врагом. В отличие от большинства роликов на эту тему, мы с вами не будем фиксироваться только на женщинах или, например, только на мужчинах, а разберем эту проблему целиком со всех точек зрения. Вам же тоже кажется, что быть просто нормальным уже недостаточно. Нужно либо втиснуться в размер XS, если ты девушка, или иметь бицепс, как у Генри Кавилла, если ты парень, либо бодипозитивно выпячивать каждый свой недостаток. В этом видео мы выясним, откуда взялись навязанные стандарты тела, как они калечат нашу психику и здоровье, и почему на нашем стыде зарабатывают состояние. И как крайности вроде фанатичного похудения или радикального бодипозитива могут быть одинаково токсичными. Как вы думаете, почему это все еще сейчас актуально? Потому что индустрия идеального тела никуда не делась. Уже не только Инстаграм заполонили одинаковые лица и фигуры. Даже подростки массово сидят на диетах и ходят на губки и реснички, лишь бы соответствовать стандарту. Нарощенные ресницы в 13 лет. Тренды разворачиваются на 180 градусов. Пару лет назад все призывали полюбить себя в любом теле. А сегодня половина Голливуда колется оземпиком, чтобы срочно похудеть. Начиная с 2023 года СМИ заговорили о возвращении героинового шика, моды на болезненную худобу из 90-х. Фармкомпании в это время подсчитывают барыши. По прогнозам, рынок препаратов для похудения к 2030 году достигнет 150 миллиардов долларов. То есть недовольство собой – это не глупый каприз, а система, которая давит на всех, и на женщин, и на мужчин. Но сейчас мы попробуем разобраться, как же мы до такого докатились. Желание соответствовать идеалу мучило нас на протяжении всего существования человечества. В глубокой древности ценили пышные формы. Возьмите хоть самые известные фигурки из палеолита, эти вот Венеры с большими бедрами и животами. Считается, что они олицетворяли плодородие, красоту и изобилие. А вот в Древней Греции уже восторгались атлетической гармонией. Возьмите, например, статуи Афродиты. Они имеют небольшую грудь и тонкую талию. Тогда изящество было синонимом прекрасного. И, кстати, монобровь. Да, у гречанок это считалось особым шиком. Средневековая Европа же добавляет свою дичь. В моду вошла бледность аристократии, синевато-прозрачная кожа как признак голубых кровей. Женщины тогда пили уксус, чтобы выглядеть болеющими туберкулезом ради аристократической бледноты. А вот уже в 17 веке барочный художник Рубенс прославил пышных дам. Так родилось выражение «рубенсовская женщина» или там «рубенсовская красавица». То есть полноватая и сияющая здоровьем дама. Но уже к началу 20 века маятник качается в обратную сторону. Появляются девушки Гибсона. Иллюстратор Чарльз Гибсон рисовал для журналов стройных и высоких леди, и публика загорелась новой мечтой. В 1920-е годы на страницах журналов запестрели худеющие модели, и началась первая зафиксированная эпидемия РПП среди молодых женщин. Культура мальчиковых фигур после Первой мировой войны толкнула девушек морить себя голодом. По данным исследования Висконсинского университета, именно 1920-е, а потом 1980-е стали периодами, когда идеальная женщина была самой тощей за всю историю человечества. И тогда же количество случаев нарушения пищевого поведения взлетело просто до небес. Дальше больше. В 1960-е в моду вновь возвращается болезненная стройность. На обложках сияла Твиги, супермодель с внешностью подростка и весом 40 килограмм. Чтобы походить на нее, женщины садились на строжайшие диеты и глотали амфетаминовые таблетки для похудения. Неудивительно, что в те годы резко подскочило число госпитализаций с тяжелой анорексией. А 1990-е годы и вовсе подарили жуткий тренд – героиновый шик. Модели выглядели так, будто только что вышли из рехаба, с синяками под глазами и ребрами, торчащими как клавиши на рояле. В этот период анорексия становится самой смертельно опасной психологической болезнью.
Среди всех психических расстройств у нее оказался наивысший показатель смертности. К концу 90-х, началу 2000-х мир слегка опомнился, и на смену изнеможденным красоткам пришли фитоняшки со спортивными подтянутыми телами. В 2010-х годах начали говорить о разнообразии, мол, красота бывает разной, и на подиумах появились первые плюс-сайз модели. В 2015 году в журнале Sports Illustrated вышли первые фотографии плюс-сайз модели Робин Лоули. Показательно, но тогда даже куклам Барби добавили разные фигуры и даже целлюлит. Ну и как следствие возникает движение бодипозитива, заявлявшее, что раз нет универсального стандарта красоты, то каждый имеет право гордиться своим телом таким, какое оно есть. Казалось бы, вот она свобода. Но не тут-то было. Индустрия красоты не собиралась сдавать позиции. Она просто поменяла риторику. Очень скоро выяснилось, что бодипозитив тоже умеет приносить деньги. Но об этом чуть позже. Сначала посмотрим, как нас прямо сейчас разводят на нашем недовольстве собой. Сегодня каждый смартфон – это персональная машина для пыток нашей самооценки. Листаешь ленту, а там сотни идеальных тел. Они все с кубиками, с бицепсами, с осиной талией. Это, кстати, как ос или осин. На коже ни поры, ни морщинки. Конечно, все догадываются, что это фильтры и фотошоп. Но мозг-то упрямо шепчет: почему у меня не так? В этой ситуации подростки особенно уязвимы. Как заметил редактор Common Sense Media Сьерра Филуччи, когда подростки видят только один тип привлекательного тела, они неизбежно решают, что именно он и есть правильный. А все остальное – это стыдно и плохо. Взрослые, кстати, тоже попадают на эту удочку. Мы сравниваем себя с селебрити, которые целый день качаются в зале и правильно питаются. Это же их работа. Появился даже термин «дисморфия Снэпчата», когда люди хотят выглядеть так, как будто применили на себе фильтр. Даже пластические хирурги подтверждают, к ним приходят клиенты и тычут собственное отредактированное селфи со словами: «Сделайте мне так же». И знаете, что самое ироничное? Сами селебрити часто недовольны собой не меньше нашего. Они тоже накладывают фильтры, соревнуются, у кого пресс кубистее и попа круглее. Получается замкнутый круг. Каждый думает, что все вокруг идеальны и страдает. И в итоге большинство людей чувствует себя недоделанными. Согласно исследованиям, лишь 7% женщин и 13% мужчин считают себя красивыми. А остальные совершенно не в восторге от своего отражения в зеркале. Половина россиян вообще прямо говорит, внешностью недовольны, а более 60% мужчин признаются, что хотели бы изменить свое тело. То есть тотальный бодишейминг – это уже как бы стандарт по умолчанию. И как вы думаете, как это работает? Когда люди массово чего-то стыдятся, приходят они, продавцы решений. Индустрия улучшения тела. Мировая индустрия косметики, пластическая хирургия, рынок диет-продуктов – все это сотни миллиардов долларов. Да потому что нас с детства убеждают, с тобой что-то не так. Но мы это исправим. Не бесплатно, конечно же. Корпорации сами создают культурные тренды, требующие определенных стандартов внешностью. Еще в 1915 году Gillette, чтобы продавать женские бритвы, выкатил рекламу и внушил женщинам, что волосы на теле – это лишнее, уродливое и что-то нежелательное. До этого дамы вообще вроде не парились, а тут раз и побежали бриться, чтобы не казаться мохнатыми страшилами. Журналы того времени поддакивают. Мол, если ты не удаляешь волосы, рискуешь потерять мужа. И вуаля! И за пару десятилетий бритье подмышек и ног стало обязательной нормой для каждой женщины. Просто придумали новый повод для стыда и красиво продали решение. Таких примеров масса. Например, дезодоранты стали втюхивать, когда внушили страх невыносимого запаха тела. Или кремы от морщин продаются только потому, что нам каждый день говорят, что стареть – это позорно, а морщины – это вообще фу. А ретушь в рекламе создает недостижимый эталон. На моделях нет пор, целлюлита, тело гладкое и сияющее. Маркетологи прямо признают, они эксплуатируют неуверенность людей в себе. Ведь идеала в реальности просто не существует. Значит, мы вечно будем стремиться и покупать, покупать и покупать. Особенно жирно зарабатывает индустрия диет и как бы здорового образа жизни. Тут вам и БАДы, и детокс-чаи, и жиросжигательные капсулы, и даже уколы липолитиков для домашнего использования с
Wildberries. И все они обещают чудо без усилий. После каждого новогоднего застолья люди как раз-таки пачками скупают с маркетплейсов таблетки для похудения, чаи и кремы. В январе 2025 года продажи таких средств по разным подсчетам выросли в 3-5 раз по сравнению с прошлыми годами. Конечно же, продавцы этого всего обещают минус 10 килограмм за неделю и минус 20 сантиметров в талии. Конечно, звучит фантастически, но отчаявшиеся люди верят. Многие, даже дети и подростки, ведутся на это. В школах девочки глотают слабительные и БАДы, надеясь быстро похудеть, и калечат желудки. В начале этого года 19-летняя девушка из Подмосковья пыталась похудеть с помощью таблеток с Wildberries, и в итоге у нее вырезали 20-сантиметровую опухоль из желудка. Производители знают, на страхе поправиться можно навариться не меньше, чем на страхе постареть. А если товар вредный? Да пофиг, всегда можно написать мелким шрифтом. Проконсультируйтесь с врачом. А еще есть косметическая хирургия, это прям отдельный монстр. Если крем уже не помогает, то ляжем под нож. В 2020 году в мире сделали 15,6 миллионов пластических операций. Самые популярные — это ринопластика, когда тебе нужно подпилить нос, мамопластика, когда нужно сделать грудь, и инъекции в губы, чтобы они прям уточкой были. Когда больше 15 миллионов человек в год добровольно идут резаться и колоться, чтобы соответствовать картинке, разве это не сумасшествие всего общества? Социологи прямо говорят, что эта многомиллиардная индустрия наживается на неуверенности граждан. Хирурги продают мечту исправить недостатки. Только вот эти недостатки зачастую выдуманы Инстаграмом. Более того, ученые выяснили, чем больше молодые женщины смотрят фото удачных пластических операций, тем сильнее им самим хочется лечь под нож. Разумеется, клиники рады стараться. Операции рекламируются как нечто обычное. Настоящая красота требует жертв. Приходите, мы вас улучшим. Так формируется культура нереалистичных стандартов, которые, в принципе, невозможно достичь. Особенно без фотошопа. Люди буквально переделывают себя, чтобы соответствовать вымышленному образу. И все равно недовольны. Это бесконечная гонка, приправленная деньгами. Кредит на новую грудь? Пожалуйста. Рассрочку на подтяжку лица? Давайте берите 2. И все это под маркой «Будь красивой или красивым, иначе просто быть стыдно». И как вы думаете, к чему же приводит такая гонка за недостижимым идеалом? К очень печальным историям. Мир знает немало звезд, которые буквально уморили себя до смерти, пытаясь похудеть. В 1983 году от анорексии умерла певица Карен Карпентер. Ей было всего 32 года. Сердце просто не выдержало ее диет. Также французская модель Изабель Каро, ставшая символом борьбы с анорексией, тоже скончалась в 28 лет. Сначала она похудела до 25 килограмм, а затем организм просто отказал. Анорексией, кстати, она заболела на нервной почве. У нее просто в 13 лет ушел отец из семьи, ее мама страдала депрессией и боялась, что дочь просто уйдет от нее. И поэтому она держала ее дома, не выпускала на улицу и морила голодом. В 2006 году 18-летняя уругвайская модель Луисель Рамос упала замертво прямо на подиуме, закончив показ. Выяснилось, что всю неделю до показа она питалась только листом салата в день. У нее еще была сестра Элиана, и она тоже умерла через полгода, тоже от истощения. Эти случаи настолько шокировали индустрию моды, что на некоторых показах начали запрещать выходить моделям с весом ниже определенного стандарта. Казалось бы, мир прозрел. Но прошло чуть больше 10 лет, и вновь той же дорогой идут тысячи простых людей. Это уже вошло в норму. Либо изнуряй себя и соответствуй, либо будь жирным неудачником. Другого выбора культура просто не дает. Недавний опрос показал, что 50-60% молодых девушек испытывают сильное давление. Им просто необходимо выглядеть красиво или хотя бы приемлемо. И в результате у половины девушек от 10 до 17 лет занижена самооценка. Половина детей по всему миру. Мы выращиваем новое поколение людей, которые с детства уверены, что с их телом априори что-то не так. Ну ладно уж диеты. Но некоторых гонка за образом доводит до настоящего безумия. Хотите пример? Помните вот этот Кирилл Терешин, этот фрик-блогер Руки-Базоки? Он хотел себе большие бицепсы, но было лень ходить в тренажерку. Но он решил вопрос радикально, закачал в руки по 3 литра синтетического геля синтола и вазелина.
Бицепсы раздулись до 60 сантиметров, как шарики. В интернете-то Кирилл прославился, сейчас вот многие, наверное, его знают. А вот его тело сказало, что он полный дурак. Началось воспаление, температура, руки покраснели и чуть ли не грозили отвалиться. В итоге его еле-еле поэтапно начали спасать. Хирургам пришлось вырезать из рук всю эту гадость, чтобы не ампутировать конечности. Сейчас он вроде как не может шевелить руками, и его чуть ли не мама кормит из ложечки. Впереди наверняка долгие годы реабилитации, но он уже жалеет о содеянном. Вот вам и жертва идеалов. Хотел быстрый результат, популярности, а сейчас неизвестно, останется он инвалидом или нет. Казалось бы, это совершенно экстремальный случай, но по сути это лишь карикатура на повсеместное явление. Тысячи мужчин колят себе стероиды и синтетические масла ради рельефных мышц. У кого-то из них отказывает печень. У кого-то сердце в 30 лет останавливается. В погоне за кубиками и венами бодибилдеры умирают десятками. И это уже перестало быть новостью. Про женщин я тут вообще молчу. Пластические операции поставлены на поток. Но это же операция, она же тоже не без риска. Любое подобное вмешательство – это наркоз и скальпель. Если полазить в интернете, то можно найти довольно много новостей, что одна модель скончалась после неудачной липосакции. Там еще другая от тромба после банальной подтяжки ягодиц. Таких историй очень много, просто о них не принято говорить. Ведь стыдно же даже умереть из-за капризов красоты. А нет, друзья, стыдно – это когда общество доводит людей до такого. Давайте вот прям, чтобы окончательно понять масштаб проблемы, взглянем еще на пару абсурдных кейсов нашего времени. Возможно, вы спросите меня, если тренд на идеальное тело весьма токсичный, то другая крайность будет проще и легче. Да, движение бодипозитива изначально возникло как противоядие диктатуры худобы. Оно дало голос тем, кого дразнили за вес, рост и особенности внешности. Казалось бы, вот оно решение. Принимай себя. Но реальность, увы, сложнее. Постепенно благие идеи превратились в новые крайности. Бодипозитив местами мутировал в то, что некоторые критики называют культом смерти. Солнышко, ты опять объедаешься булками. Да, и меня не мучает совесть, потому что я вступила в клуб бодипозитивных. Жестко? Сейчас объясню. Идея любить себя в любом теле прекрасна, пока не превращается в отрицание проблем. Одно дело не травить себя из-за лишних килограммов, а совсем другое отрицать опасности крайнего ожирения. Некоторые лидеры бодипозитивного движения начали пропагандировать, мол, худеть не надо никогда, даже если у тебя диабет, иначе ты предатель нашей идеи. Здоровье стали объявлять вторичным. Главное, люби свои складки и пошли все к черту. В результате появились радикальные бодипозитив-активисты, которые травят тех, кто похудел. Представьте себе, девушка весила, скажем, 120 килограмм. Затем она решила позаботиться о своем здоровье и сбросила вес до 90. И в ответ она получила тонны хейта. Как ты посмела? Ты предала бодипозитив. Ты прогнулась под фэтфобию. То есть движение, признанное принимать людей любыми, не принимает тех, кто решает измениться. Абсурд? Абсурд. Но только вот таких случаев полно. В ТикТоке был скандал, когда одна популярная плюс-сайз блогерша Реми Бедер похудела на 60 килограммов, и ее свои же подписчики начали оскорблять и отписываться. Получается, бодипозитив в крайних формах начал требовать от людей оставаться полными назло всем, даже если это вредит их собственному здоровью. И вот плоды. Знаменитая плюс-сайз модель Джейми Лопес, прославившаяся тем, что призывала полных женщин полюбить свой вес и не мучить себя похудением, в 30 лет умерла от проблем с сердцем. Она действительно вдохновляла полных людей принимать себя такими, какие они есть. Но лишний вес – штука беспощадная. Сердце не интересуется активизмом. Ему просто тяжело качать кровь через эти килограммы тела. Джейми весила по 400 килограмм, потом сбросила около 180, и все равно ее организм не выдержал. Трагедия? Несомненно. Ирония? Тоже. Женщина, которая говорила «не надо худеть, любите свой жир», умерла из-за болезней, связанных с ожирением. Критики злорадно окрестили такие случаи естественным отбором бодипозитива. Черный юмор, конечно же, но доля правды здесь есть. Когда любое движение доводит до фанатизма, оно начинает вредить тем, кого хотело защищать. Бодипозитив спас многих людей от самоуничижения. Это плюс.
Но его токсичные адепты создали новую догму. Если ты полный или полный, оставайся таким и гордись, а кто худеет, тот враг. В итоге часть сообщества бодипозитива занимается тем же самым шеймингом, только с обратным знаком. Сначала был фэт-шейминг, а теперь появился скини-шейминг. Особенно достается девушкам среднего, нормального телосложения. Они прям не туда и не сюда. То толстухой назовут, то недостаточно бодипозитивной. Как думаешь, если девочка весит 60 килограмм, это норма или нет? Да, это норма. Ох, блядь, 60, ты чё, Ром? Это какой рост должен быть? 2 метра? Короче, порочный круг продолжается, просто декорации сменились. Более того, индустрия быстро коммерциализировала бодипозитив. Маркетологи смекнули: ага, теперь в тренде разнообразие тел. И понеслась. Бренды начали делать рекламу с нестандартными моделями. С веснушками, с разными цветом глаз, с разным цветом кожи. Казалось бы, прогресс. Но те же бренды параллельно продают крема от веснушек, таблетки для похудения и отбеливающие мази. Например, компания Unilever. Одновременно она запускала рекламную кампанию бренда Dove за настоящую красоту и принятие разных тел. И Unilever же выпускает отбеливающие кремы в Азии, внушая женщинам, что темная кожа – это совсем не окей. Получается шизофрения. Днем люби себя любой, вечером купи наш товар, чтобы соответствовать. Бодипозитив превратили в маркетинговую обертку. Рекламщики уже не стесняются показывать целлюлит. Но делают это они, чтобы вы расслабились и купили их лосьон для упругой кожи. Логика. Ты прекрасна и с целлюлитом, но лосьончик все-таки намажь, а то мало ли. В итоге из идеи принятия сделали очередной тренд, на котором пилят бабло. И снова наше тело – товар. Хоть с растяжками, хоть без. Лишь бы несли денежки за чувство собственной нормальности. Крайности вредны с любой стороны. Фанатичное стремление к идеалу губительно. Ну и абсолютное отрицание проблем под соусом «и так сойдет» тоже может довести до беды. Пока общество мечется между «худей или умри» или «люби себя и ложись в гроб», страдаем мы, простые люди. А индустрия по обе стороны нам радостно впаривает то диеты, то фастфуд, то спортпит, то какие-то еще там плюшки. Главное, чтоб кошелек худел. Один из самых шокирующих трендов последних лет – это мукбанг. Принцесски, короче, не подрасчитала я с майонезом. Это когда человек прям жрет неимоверное количество еды перед камерой, а зрители донатят ему за это. Казалось бы, просто странное развлечение. Но вот случай: 24-летняя китайская блогерка по имени Пань Сяотинь была известна как фуд-блогер. Она каждый день по 10 часов стримила, как поглощает горы еды. Девушка съедала более 10 килограммов еды за раз. Ее за это, конечно же, славили в соцсетях, мол, королева обжор, так держать. Родители и даже поклонники умоляли ее остановиться и подумать о собственном здоровье. Но Сяотин лишь отмахивалась и продолжала шоу, ведь популярности и деньги росли. Чем это все кончилось? Тем, что однажды прямо во время стрима она внезапно умерла. Вскрытие показало, что ее желудок был растянут и переполнен непереваренной пищей. Организм просто не выдержал такого насилия над собой. И вот вам контент. По сути, толпы зрителей аплодировали, пока девушка медленно себя убивала. Это, конечно, экстремальный случай, но он обнажает суть. Ради одобрения и денег люди готовы разрушать свое тело в прямом эфире, а аудитория их за это подбадривает. Телесный стыд тут повернулся другой стороной. Полная девушка решила превратить переедание из порока в шоу. Мол, смотрите, мне не стыдно, я ем столько, сколько влезет. Но цена оказалась просто фатальной. Другой пример. История американской блогерки Кэрол Акосты. У нее даже был собственный слоган: «Я люблю себя, и мне все равно, что думают другие». Она прославилась веселыми видео про себя и свою жизнь. И вдохновила тем самым многих полных женщин чувствовать себя уверенно. И вот в начале 2025 года 27-летняя Кэрол трагически погибает. Американская бодипозитивщица скончалась, подавившись едой. Казалось бы, просто несчастный случай. Но символично, что человек, сделавший из своей жизни бренд под лозунгом «Жизнь слишком коротка, чтобы париться о фигуре, нужно наслаждаться», умирает от банального переедания. Понятно, что подавиться может любой.
Но общественность восприняла это как жуткую метафору. Сторонники ЗОЖа злобно сказали, мол, вот куда приводит ваша вседозволенность. Но поклонники Кэрол, конечно же, возразили, не надо глумиться, это просто случайность. Но факт остается, подобные истории просто подогревают конфликт между этими двумя лагерями. Одни кричат, хватит пропагандировать обжорство, вы же умрете молодыми, а другие в ответ, хватит нас стыдить, лучше умру молодым или молодой, чем всю жизнь буду ненавидеть себя. И консенсус в этой истории где-то потерялся. Сегодня идеалы диктуют не только глянец, но и алгоритмы. Стоит вам задержаться на фитнес-видео, и уже завтра лента будет завалена идеальными телами и рекламой БАДов. ТикТок устраивает челленджи. Помните, когда девушки мерились талией по ширине листа бумаги? Или когда модно было обхватить талию рукой, дотянувшись до пупка. С другой стороны, в том же ТикТоке были антитренды. Полные блогеры осуждали любых худеющих. Мол, диеты – это провокация. Ешьте вкусняшки. Чтобы я больше не слышала никакого слова «жрать» в комментариях ни под моими видео, ни под другими видео других женщин. И каждый получает свою минуту славы. Худые за то, что худые, полные за то, что полные. И со стороны абсолютно абсурдно за этим наблюдать. Проигрываешь ты всегда и в том случае, как ни крути. Давайте попробуем посмотреть трезво. Кому выгодно, чтобы мы стыдились своего тела? Ответ очевиден. Всем, кто что-то нам продает. Если человек доволен с собой, то он просто плохой клиент. А недовольный побежит платить за крем, за тренинг «Как полюбить себя», за новую диету, за новую одежду, лишь бы чувствовать себя лучше. Получается, индустрия красоты, фитнеса, моды, фармы – все заинтересованы держать нас в легком неврозе. Не сильно, так, чуть-чуть. Просто достаточно, чтобы мы все стремились улучшаться. Телесный стыд стал инструментом контроля и наживы. Удерживать людей в комплексе неполноценности значит, что они будут вести себя предсказуемо. Потреблять, потреблять и еще раз потреблять. Как сказано в одном докладе, социально поощряемые стандарты красоты крайне негативно влияют на психическое и физическое здоровье. Они вызывают РПП, депрессию, тревожность, проблемы с самооценкой и социальную изоляцию. Замечу, депрессивный, тревожный человек – это идеальный покупатель. Ему легко внушить, купи это и станет хорошо. Мы как хомяки в беговом колесе, бежим за морковкой, а она все время чуть дальше. Что же с этим делать? Некоторые говорят, все просто, не нравится что-то в себе, измени, похудей, накачайся. А не можешь, сам виноват, сиди и стыдись молча. Такой вот жесткий подход, но он не учитывает, что мы не роботы. У всех разное здоровье, генетика и обстоятельства. Но не могут 100% женщин иметь одинаковую фигуру, да и не должны. Не обязаны все мужчины быть как Крис Хэри, это вообще в принципе утопия. Человеческие тела разнообразны. Да, есть крайности, опасные для здоровья, например, ожирение, анорексия. С ними надо работать с помощью врачей и психологов, а не общественным осуждением. Стыдить больного – это худший способ его вылечить. Уже сколько лет фэтшейминг доминировал? Помогло? Нет, люди лишь больше стали заедать стресс. С другой стороны, есть наивные лозунги. Просто полюби себя. Звучит, конечно, красиво, но для человека с комплексами это, как сказать, больному депрессии. Просто перестань грустить. Оно совершенно не работает. Обществу нужно перестать бросаться в крайности. Критики бодипозитива правы в одном. Нельзя отрицать проблему ожирения под видом принятия. Ожирение действительно эпидемия, и она опасна. Ну и борцы с лишним весом часто перегибают. Они пропагандируют нездоровые методы и травят полных, что тоже ведет к болезням и психическим, и физическим. Где баланс? Баланс в простых истинах. Здоровье хорошо, насилие над собой плохо. Заботиться о теле нужно из любви, а не из ненависти. В идеале общество должно транслировать «давай улучшаться», но без самоуничижения и фанатизма. Однако в медиакультуре такой месседж звучит гораздо слабее, чем очередной до-после или реклама таблеток для похудения с какой-нибудь там моделью. Тут логичен вопрос. А может плюнуть на все, просто изолировать себя от этой инфопомойки? Некоторые так и делают. Удаляют соцсети и отписываются от всех фитоняшек, инфлюенсеров и живут спокойно. Кстати, психологи это и советуют.
Избегайте контента, который вызывает у вас переживания по поводу внешности. Может даже отдать бабушке свои смартфоны и читать книжки, и общаться с реальными людьми совершенно разных комплекций. Звучит утопично, но ведь правда, в офлайне люди всякие, и никто из них не отретуширован. Живя реальной жизнью, мы видим, что тела просто тела, и у всех есть особенности, и это вполне нормально. А еще один момент, пока вот не забыл. Сейчас вот слушайте. Телесный стыд – это унификация, а унификация выгодна только тем, кто нами управляет. Давайте вспомним историю. Тоталитарные режимы любили одинаковую форму, ходить строем, ведь так удобнее контролировать. Сейчас вместо формы и строя инстаграм-лица и тела по лекалу. Пока мы заняты улучшайзингом себя, мы менее критичны к тому, что происходит вокруг. Мы становимся покорными потребителями, зацикленными на недостатках. Ультрахудые или ультратолстые, закомплексованные или уверенные. Какими бы нас ни делали тренды, главное, чтобы мы были поглощены собой, а не вопросами посерьезнее. Не хочу вкатываться в теории заговора, но отмечу, единообразие внешности часто используется как форма контроля. Когда все заточены под один стандарт, они меньше склонны мыслить независимо. Так что борьба за свободу тела – это во многом борьба за свободу личности. Напоследок парочка красноречивых примеров, чтобы уж прям наверняка. Я недавно наткнулся на такое высказывание. Если бы завтра эталоном красоты стал целлюлитный животик, то индустрия фитнеса объявила бы ожирение полезным. Абсурд? Но ведь правда, стандарты – дело приходящее. Представьте, что вдруг все начали фанатеть от пузиков. Гарантирую, что тут же найдутся блогеры, уверяющие, что тот, у кого пресс, тот лох, а у кого пузика, тот секси. И они будут продавать программы. Нарастим тебе брюшко за 2 недели. Ну вы же понимаете, что маркетинг-то подстроится. В соцсетях появился такой тренд. Я его называю обратный фотошоп. Некоторые знаменитости теперь искусственно добавляют себе изъяны на фото, чтобы казаться более реалистичными. Да, дошло до того, что они дорисовывают себе целлюлит и морщины, потому что натуральность приносит больше лайков. Но это все равно игра. В итоге массовое сознание уже не отличает, где подделка, а где реальность. Даже в ТикТоке девушки сознательно себя ретушируют, делают потолще и выкладывают с подписью «Я с лишним весом». А потом «Вот я похудела». Все для того, чтобы ролик стал вирусным. Получается, тело просто контент, который можно нарисовать и стереть ради хайпа. Печально, но после такого просто перестаешь верить своим глазам. И это распространено не только среди женщин. Мужчины тоже от этого страдают, правда, у них свои тренды. Кто-то качается до одури, кто-то пьет протеин, а кто-то решается на крайние меры. Операции по удлинению ног. Это правда, по всему миру набирает популярность дорогостоящая и мучительная процедура. Сначала тебе ломают кости и вставляют штифты, чтобы добавить к росту 5-10 сантиметров. Несколько месяцев человек передвигается как инвалид, зато потом выше на целую голову. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Парень готов пройти через адскую боль и заплатить миллионы, лишь бы соответствовать представлению, что мужчины должны быть не ниже определенного роста. И кто это решил? Конечно же, общество. Оно смеется над низкими и получает пациентов на хирургическом столе. Безусловно, наше тело сделали объектом стыда, и мы позволили это сделать. С детства нас убеждают, ты недостаточно хорош или хороша в своем естественном виде. И мы в это верим. Мы бросаемся улучшать, мучить, прятать свое тело, лишь бы заслужить одобрение. А одобрение – это мираж, потому что стандарты все время меняются. Планка все выше, выше и выше, а призрачный идеал все так же недостижим. В этой гонке мы теряем не килограммы, мы теряем самих себя. Пытаясь быть какими надо, мы часто теряем здоровье, индивидуальность и радость жизни. Что толку от идеального тела, если ты ненавидишь каждый день, проведенный на пути к нему? Если твоя ценность измеряется только сантиметрами и кубиками, это какой-то очень плоский во всех смыслах смысл жизни. Важно вернуть себе право просто быть нормальными людьми со своими особенностями, формами, возрастом и отличиями. Прекратить мерить достоинство весами. Телесный стыд – это мощное чувство, но давайте его переработаем в телесное достоинство, например. Ведь, по сути, наше тело – это наш дом, инструмент, храм и как угодно это назовите, но не товар. Конечно же, это не призыв махнуть рукой на здоровье.
Нет, как раз любить свое тело значит заботиться о нем, но без ненависти и без диктата каких-то трендов. Хочешь похудеть или набрать мышц? Отлично, но только если это для тебя, а не для того, чтобы вписаться в тренд. Хочешь есть пирожные и быть в теле? Да ради бога, если здоровье позволяет и тебе комфортно. Очень хочется верить, что мы рано или поздно придем к более разумному отношению к себе. Что дети будут расти без убеждения «я урод, если я не как блогер из Инстаграма или ТикТока». Что взрослые перестанут тратить полжизни на самосовершенствование, которое им не нужно. Да, индустрия так просто нас не отпустит. Слишком уж прибыльно держать нас на крючке неуверенности. Но мы хотя бы можем осознать эту манипуляцию и послать ее куда подальше. Перестать просто так испытывать стыд за себя. Без нашего стыда вся эта махина посыплется, как карточный домик. И напоследок давайте простой тест. Подойдите к зеркалу и улыбнитесь. Перед вами живой человек, уникальный и неповторимый. В истории Вселенной не было и не будет другого такого тела, как ваше. Разве это не повод для гордости? Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, этот разбор заставил задуматься и, возможно, почувствовать себя чуть свободнее от навязанных глупостей. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, сталкивались ли вы с телесным стыдом и как с ним справлялись. Поставьте лайк, если вас тоже бесит эти двойные стандарты. Пусть алгоритмы продвинут это видео тем, кому оно нужно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. И если вам нравится мое творчество, поддержите меня донатом или подпиской на Бусти. Помните, ваше тело – это ваше дело.